Всем привет! Наконец-то за долгие годы в отечественном автомобилестроении наметился хоть какой-то прогресс. Сложившаяся ситуация вынудила АвтоВАЗ, как самого настоящего автогиганта и движителя нашего автопрома, начать наконец-то хоть что-то делать с устаревшим модельным рядом. К тому же изменения назрели уже давно. Как говорят маркетологи АвтоВАЗа, мы должны сделать рывок или так и будем китайцев возить. Сейчас самой обсуждаемой новостью в автомобильном сообществе нашей страны является появление в скором времени преемника Гранты – семейства Лады Искра. Приятным стало и то, что в семействе Искры, как обещалось ранее, в дополнение к седану не будет входить хэтчбэк по типу Дачи Сандеро. АвтоВАЗ запатентовал внешний вид новинки, и судя по картинкам, Лада Искра SV Cross будет каким-никаким, но все же универсалом, а не совсем маленьким хэтчем. Машина эта для отечественного производителя является не иначе, как огромным шагом вперед и даже прорывом. Но Искру придется подождать как минимум до следующего года. С учетом постоянного переноса сроков, машину эту нам еще ждать и ждать. И цена на нее не будет 800 тысяч рублей. Однако уже сейчас можно сказать, что на АвтоВАЗе лед тронулся. Завод начал выпускать новинку, которую народ ждал очень давно. Вводные данные такие: относительно новый, недавно анонсированный ВАЗом мотор, автоматическая трансмиссия, именно этого ждали покупатели Лады уже очень давно. А еще довольно богатое для российской машины оснащение, сопоставимое с начинкой иномарки. Это Лада Веста NG с автоматической трансмиссией. И выпуск данной модели в плане ВАЗа отмечен как отдельная новинка и целое событие для предприятия. Машина получила немало доработок по сравнению с уже выпускаемой Вестой NG. Давайте разберемся по порядку. Начнем с самого главного и ожидаемого – автоматическая трансмиссия. И тут сразу стоит сказать о небольшом разочаровании. Ведь коробка мало того, что не своего производства, так еще и не классический автомат, который предпочтителен отечественной автомобильной публике. В паре к мотору ВАЗ начал ставить вариаторы китайского производителя. Чтобы установить эту трансмиссию, пришлось провести немало существенных модернизаций. Инженеры изменили тормозную систему, затронули топливную, а также появилась новая опора силовой установки. Повторюсь, что гораздо лучше было бы увидеть Весту NG на полноценной автоматической коробке передач. Кстати говоря, японский автомат Jatco будет установлен на ограниченную серию новеньких Грант. На ВАЗе утверждают, что некоторое количество неосвоенных АКПП были случайно обнаружены на предприятии. Лучше бы они нашли эти коробки для новеньких Вест. В любом случае, что хотели, то получили. Желали автоматическую трансмиссию, она будет. К слову, вариатор появится на всей линейке моделей Веста. Однако не менее полезным и куда более интересным дополнением для Весты станет появление шестиступенчатой механической коробки передач. Агрегат все от тех же китайских партнеров. И это новшество будет куда более нужным, чем вариатор со скромным ресурсом. Ведь кроме заветной шестой передачи, машина получит еще и прибавку к потенциалу для доработок. Шестиступка держит больший момент, чем устаревшая воющая пятиступенчатая трансмиссия. Соответственно, и турбокиты, которые вовсю предлагают к установке в Весту, не будут рвать коробку на части даже при повышении мощности и момента мотора. А вы знали, что на Автоспот можно найти не только лучшее предложение по стоимости ТО, но и посмотреть рейтинг сервиса и отзывы реальных клиентов? Поэтому, если вам нужно пройти ТО, сделать диагностику или ремонт автомобиля, как у официальных дилеров, так и в независимых проверенных автосервисах, то вам на автоспот.ру. Ссылку на секретные акции, скидки и спецпредложения я оставил в описании, пользуйтесь. Там же вы найдете лучшие предложения на новые автомобили. Не менее инновационным для ВАЗа стала еще и установка нового мотора под капотом Веста NG. И хоть на первый взгляд это уже знакомый 1.8 литровый атмосферный мотор мощностью 122 лошадиные силы, объем его доработок настолько велик, что двигатель получил индекс EVO. Мотор дополнили новыми деталями, усилили блок, при обрыве ремня поршни теперь не встречаются с клапанами, а целый список внутренних изменений, судя по всему, направлен
направлен на возможность установки турбины в последующем без потери ресурса агрегата. По заверениям инженеров, двигатель 1.8 EVO прошел все необходимые испытания, а блоки управления были откалиброваны и донастроены для правильной работы связки мотора с новой коробкой. И еще одна важная тенденция: ВАЗ идет по пути возвращения всех современных опций на флагманскую модель. Еще в конце прошлого года было нормально выпускать Весты в комплектации без всего, но сейчас на машину постепенно возвращается все то, что удается импорта заместить. Так, например, уже сейчас можно купить Весту в кузове седан с мультимедийной системой, круизом, подогревом руля и камерой заднего вида, но пока со старым 1.6-литровым 106-сильным мотором с 5-ступенчатой механикой за 1 670 000 рублей. Автомобили Lada Vesta AT с автоматической коробкой, обновленным движком и хорошим оснащением можно будет приобрести уже в этом месяце. И все в этих новостях хорошо, за исключением одного – ценников на эти машины. Об официальной стоимости автомобиля в такой вот инновационной комплектации никто пока не говорит, но нетрудно предположить, что ценник для машин с вариатором будет заметно выше, чем более простые версии со старой вазовской механикой. А если учесть тот факт, что данная трансмиссия идет в паре только с 1.8-литровым агрегатом, такую машину дешевле, чем 2 миллиона рублей, ВАЗ вряд ли захочет продать. Тем более в комплектации Sportline седан и универсал давно преодолел эту ценовую отметку. По итогу подобную машину на автомате от отечественного производителя мы хоть и ждали, но позволить ее теперь купить шанс есть далеко не у всех. И проблема тут не в том, что ВАЗ выпускает какие-то супер бедные или слишком дорогие комплектации. Покупательская способность заметно просела из-за подорожавших кредитов. Да и все-таки цена по 2 миллиона рублей за машину, которая недавно стоила чуть ли не в 3 раза дешевле, до сих пор кажется какой-то, мягко говоря, неадекватной. Все-таки слишком уж большой разрыв у потенциальных покупателей между желанием и финансовыми возможностями. Именно поэтому стоянки автосалонов на данный момент переполнены нераспроданными машинами. А как считаете вы, сколько должна стоить новая Lada Искра? Пишите в комментариях.